Всех приветствую. РПГ-7. Эта вещь шатает бронетехнику очень много лет и будет делать это еще больше. РПГ-7, она не потеряет свою актуальность еще очень-очень много. Потому что в зависимости от других гранатометов, чтобы улучшить РПГ-7, ему надо просто сделать новый выстрел, который и делают их периодично, и выходят они новые. Сейчас основные боеприпасы, которые работают, как раз они 99-го года и далее. Ну, мы сейчас об этом поговорим по типам боеприпасов. То есть вещь очень универсальная. Путем правильного подбора боеприпаса мы можем варьировать его применение. Да, это не лучший гранатомет, есть лучше него. Не надо сравнивать его с Птуром, да. Он предназначен для работы на малой дистанции тоже, да. Но у него есть своя ниша применения. То есть, в принципе, боевая эффективность его, мы будем говорить, что это в районе 500 метров. Но при хорошем стрелке и при хороших определенных погодных условиях. Эффективная с ним работа это 200-300 метров. И вот до 200 прям можно говорить о гарантированном попадании для уже, более-менее подготовленного стрелка. Но все зависит от нюансов. Перейдем, у нас тут есть немножко показательной базы, да? Начнем с типов боеприпасов, которые используют РПГ-7. Вот наглядная фотография, вот основные типы боеприпасов. Начнем с старых ПГ-7В и ПГ-7ВМ. Данные типы боеприпасов практически не встретить. ВС и ВС-1, я их встречал в 15-16 году. Сейчас их уже почти, наверное, не найти. Я их давно не видел. То есть они очень похожи на ВЛ распространенные, но только у них калибр меньше. Вот. И вот основные боеприпасы, которые сейчас работаем, это вот как раз 77-го года ВЛы, и идут там термобары и прочее. То есть очень. Тут, кстати, опечатка вроде. Вот эти вот основные типы боеприпасов, которые можно встретить на СВО. Вот самый распространенный является ВЛ. И прицел РПГ-7 можно разделить аж на 4 разных подтипа. Сейчас перейдем. Очень классная вот эта наглядная картинка. Вот, кто ее сделал, большое спасибо, потому что до этого приходилось все объяснять на пальцах, а теперь мы вот имеем вот такое, то есть и можем как бы на этом, так сказать, с этим объясняться. Давайте начнем сначала с поколения. У ПГО, у него не единый прицел, они есть, можно их разделить на 3 различных поколения. Самый старый ПГО-7В, он предназначен для работы с первыми 2 боеприпасами, которых не встретить. ПГО-В2, он уже может работать с боеприпасами ВЛ. Но если у нас есть боеприпасы ВЛ, мы можем работать с ПГО-7В, но просто с определенным учетом, то есть подставляя свои значения, которые мы возьмем вот из вот этой, например, картинки. И то, на что нужно ориентироваться, это ПГО-7В3. Вот последняя модификация, которая позволяет работать уже с термобарами и тандемными боеприпасами. У них добавилась определенная сетка. И как же? Это не каждый прицел под свой тип боеприпасов. Это просто каждый последующий прицел делался на то, чтобы работать со всеми боеприпасами, которые прошли до него. И вот основной ПГ-7В. Можно разделить на 4 боеприпаса. В сетке указаны 3. Под буквой М указаны боеприпасы 7В и 7ВМ. Под буковкой Л ВЛы. ВЛ и боеприпасы с литерой Л. Смотрите, это как раз горизонталь прицеливания. Она будет у нас одна. Мы всегда стреляем, целимся по центру. Вот эти боковые квадраты необходимы нам для ведения боковой поправки. На тип прицела они не влияют. На тип прицела влияет значение выбора горизонтальной линии. Если мы, например, у нас, допустим, если боеприпас 7В стоит, мы стреляем им на 300 метров, да, то мы выставляем, вот целимся здесь. А если у нас боеприпас Л, и мы стреляем на 150 метров, у нас та же самая прицельная точка. И, соответственно,
То есть у нас, если старый прицел, мы просто можем знать, что вот значение вот это соответствует 150, это 200, это 300 метров для L. Тут просто оно не обозначено. Опять, это усредненное значение. РПГ-7 это не то, что прям положит как снайперское оружие. Ниже у нас есть градации, это на 100, 150 и 200 метров для двух типов боеприпасов, тандемного и термобарического. Работаем по ним. ОГ-7В, он не размечен, но нужно просто понимать, используя вот данную схему. Опять, ребята, все очень хорошо и прекрасно. Но мы говорим, если выверял гранатомет грамотный человек, и он у нас выверен с данным прицелом. Но даже если он не выверен, с этим можно вполне работать, просто правильно учитывать поправки, и об этом мы сейчас подробно расскажем. Итак, немного еще по прицелу. Данный прицел обладает шкалой измерения целей. Цели 2,7 метра. И, соответственно, мы подводим танк и понимаем, на какой дистанции он находится. Да? Ну, например, вот здесь вот, да. То есть мы танк 2,7 метра вот так вот подводим прицел и видим, у нас, да, выходит значение какое. И, соответственно, мы это значение переводим. Потом, например, следующее на 400 метров. Да, танк на 400 метров будет уже вот так вот. На 300 метров это будет вот так вот. Это линейное обозначение. А если цель ниже, выше, да, танки там те же Абрамсы, они выше, а, например, БМП, они существенно ниже. Как делать? Для рекомендаций по тренировке бойцов. Например, просто подогнали танк, измерили его расстояние, чтобы они глазомер их зафиксировал. Потом вдоль танка подогнали БМП, например, и чтобы они поняли, насколько БМП ниже, и довели до них высоту, чтобы они понимали визуально, насколько танк не это выше БМП. И потом, когда определяют дистанцию, например, подводя под БМП, они в уме вырисовывают вот эту башню танка на эту высоту и могут условно измерить до этого расстояния путем вот развития глазомера. Но все-таки лучше использовать метод, это быстрый метод. Лучше более сложный метод для измерения линейных расстояний. На прицельной сетке шаг здесь это 10 тысячных. Она размечена в тысячных. А если она в тысячных, то что? Соответственно, зная линейный размер высоты или там ширины, не принципиально, зная линейный размер того объекта, на который мы смотрим, мы можем высчитать по него дистанцию. По формуле дистанция равняется высота цели, умноженная на 1000, это для грубого обозначения. Если мы считаем на калькуляторе, то мы умножаем на 950. И делить на количество тысячных, которые она занимает. Если, например, у нас определенная какая-то цель, да пускай окно, потому что всем очень легко на нем объяснять. Окно занимает расстояние вот 10 тысячных здесь, а мы знаем, что его ширина 2 метра, допустим, потому что мы замерили. Грамотные разведчики в зоне действия, где они работают, он замеряет многие линейные объекты, по которым он сможет позволить работать. И, соответственно, навел на окно и знает, что оно 2 метра, и высчитывает то, что дистанция равно. То есть интересная такая формула, это дурак, вижу 1000, убью. Вот, ну мы за место 1000 подкладываем 950, если используем калькулятор. Соответственно, формула будет такая. То есть, чтобы высчитать дистанцию, нам необходимо высоту, то есть цели, а это габарит, например, окна 2 метра. Умножаем на 950 и делим на 10 тысячных. И получаем дистанцию. То есть, вот данный прицел можно использовать и для этого. Теперь поговорим о прицеливании, да, о важном, на примере данной таблицы. Неважно, у нас там прицел выверен или не выверен, это нам поможет сделать с помощью поправки. Смотрите, вот, например, танк, да, на 300 метров. У нас боеприпас ВЛ на 300 метров, это будет соответствовать точке прицеливания, если 0, у него вот так вот, да, то есть мы по центру танка, потому что... Да, смотрим в таблице, если у нас не тот прицел, 300 метров для ВЛ будет нижняя черта. И мы берем под нижнюю черту, подводим под центр танка и работаем вот таким вот образом, да. Мы сделали выстрел, и у нас выстрел,
ушел вот сюда. То есть мы, конечно, убежали, мы не стоим, не смотрим, откуда-то выглянули и поняли, что вот у нас пошел он левее танка, выстрел вот здесь вот. При следующем наведении мы наводим опять сюда же, находим то место, куда он отошел, этот выстрел, и подводим это место на танк. И подводим это место на танк, подводим вот на то место, где вот он в этой прицельной сетке. И уже производим выстрел, производим вот тем самым такую корректировку, да. То есть не принципиально, потому что если мы работаем VR-ами, он вообще полетит ниже. А если у нас не сетки, как быть? Мы находим центр цели, центр опускаем вниз, ну примерно, да, то есть вот можем ориентироваться по этой, кстати, риске, тоже неплохо. Танк разместили по этой риске, стреляем VR-ом, он прилетает, блин, куда-то вот сюда, принимая значение, да. И то есть при следующем прицеливании мы опять навелись, подвели по центру, и потом нашли вот эту точку смещения и подвели ее сюда. И даже без прицельной сетки можно будет работать. Опять это, ну, из-за того, что вот ничего нет. Это вот по оптике. Механический прицел. Механический прицел у гранатомета тоже. Он, опять, есть старые версии, и вот в более новых у них учтено это. Он может работать с тандемными боеприпасами, это верхняя шкала с припиской R. Это 100, 150 и 200 метров. Средний тип боеприпас нам не интересен, они уже практически не используются. И вот VL это нижняя дистанция, 100, 150, 200, 300. Мы на конкретном гранатомете разберем. Поэтому нужно выявить правильное значение. И помимо того, температурные поправки. И тем самым совмещаем ровную мушку. Совмещаем ровную мушку и подводим под цель. Под цель. Производим выстрел. Выстрел уходит у нас вправо. При следующем прицеливании мы что? Мы должны вынос точки сделать влево. Вот так вот. Если мы стреляем по механике, то мы используем вынос точки левее, то есть если у нас ушла цель направо. А если с оптики, то мы просто подводим танк в эту точку, где визуально он там оказался. Вот так, ничего сложного в принципе нет. Но теперь перейдем конкретно. Прицельные приспособления. Ну, тут сейчас установлен прицел PGO V3. Если, опять я говорю, он не пристрелен, то мы начинаем работать по поправкам. Просто путем подбора дистанции, да, то есть, например, как бы сбился прицел, все равно и можно работать, только мы не ориентируемся не на линейное обозначение там, а на фактическую поправку. Ну вот давайте механический прицел. Для подготовки его мы откидываем здесь и откидываем мушку. Контролируем, когда мы работаем без прицела, контролируем то, чтобы у нас прицел всегда, потому что иногда, когда его из походного положения достают, может быть вот так вот он. И, соответственно, у нас точка прицеливания уйдет. Теперь давай смотри эти вещи, видишь? Ну, начну с того, плюс, а на другой стороне минус. И там есть черточка. И вот этот фиксатор, который позволяет двигаться по лоску, его можно зафиксировать и, сейчас неудобно с прицелом, и поставить на плюс или на минус, он там дает смещение определенное. Например, если у нас боеприпас, видите, сетка L внизу, да, а сетка R наверху. Если мы работаем по средней и верхней сетке, мы подводим это к окошечку. Например, вот 100 метров для боеприпаса тандемного или кумулятивного, 150, и 200 метров это крайнее значение, чтобы он был зафиксирован. Если мы на L работаем, то, например, вот 150 метров это будет вот так вот, то есть ориентируемся по нижней резке. 300 метров это будет вот таким вот образом. Ну и все, вот механические прицельные приспособления. Какой нюанс, если у нас гранатомет старого типа, и там нету ни L, ни R, а есть только вот среднее обозначение 1, 2, 3, 4, 5 до 500 метров, да, с этим тоже можно работать. Каким образом? Глядим на шкалу и понимаем, что точка прицеливания, да, на 500 метров у нас L будет лететь на 300. То есть мы ставим при работе на 100 метров, мы ставим на прицеле там 2, это значит, мы будем работать на 100 метров боеприпасом L. То есть вот таким вот образом
переводя вот эти вот значения. Понимаешь, что на прицеле 4 мы будем бить на 200 метров гранатой L. Вот так вот. По подготовке к выстрелу. Подготовка к выстрелу. Гранатомет мы держим правой рукой и стреляем только с правого плеча. Прицельные приспособления, они вынесены левее при этого гранатомета. Не по центру они у него находятся. Поэтому стреляем только правой рукой. Тут сделано все для этого. У нас стоят прицелы, мы проверяем, что они находятся в правильном состоянии. Мы, допустим, уже со снаряженной гранатой. Что необходимо сделать? Прицел мы всегда держим на предохранителе перед перезаряжанием гранаты. Как предохранитель? Предохранитель, он выпирает под правую руку. То есть вы ложите под правую руку, у вас что-то выпирает. Это значит, предохранитель стоит. Чтобы его выключить, мы нажимаем. То есть тут должно быть гладко. Как я вообще делаю? То есть ставлю на предохранитель большим пальцем, а держу палец сверху, а предохранитель снимаю вот таким вот образом. То есть не только пальцем, а вот таким вот образом доцеливаюсь, и когда потом уже стреляю. Вот. Ну, чтобы произошел выстрел помимо предохранителя, то есть мы держим оружие на предохранителе, то есть всегда, да, то есть передвигаемся. Проконтролировали прицельное приспособление, вот, к стрельбе. Взводим большим пальцем, контролируем хват, чтобы не вот так захватить, потому что, ну, конечно, как максимум вы, конечно, просто прищемите, ну, или просто не произойдет ничего, выстрела. После того, как взвели, держим хват, все, палец все равно убираем с спускового крючка, учитесь, чтобы это было правило, вы только на спусковой крючок ложите палец только во время стрельбы. Потом я начинаю прицеливаться, вот тогда, когда прицелюсь, я вот могу снять уже с предохранителя, подводя под цель, перекладываю палец и происходит пуск. И как бы удаляю с точки, потому что по-нормальному при активных боевых действиях гранатометчик не видит, куда он стреляет. Да, так выходит, потому что могут его обратно поразить. Поэтому прицельный первый выстрел сделать очень сложно с учетом различных поправок. Поэтому на гранатометчика, конечно, нужно тренировать и иметь большой настрел. Как снаряжаем гранату? Ставим на предохранитель, всегда подстраховываемся, даже после выстрела ставим предохранитель. Гранатомет ложим, конечно, вот можем прямо его и держать правой рукой. Берем гранату, или помощник нам помогает взять гранату. Вставляем ее. Там есть вот такой вот болт. И мы им в этот паз, но не надо вот так его вставлять. То есть вот на расстоянии примерно сантиметров 10 мы подводим и сильным ударом, ну как, относительно сильным ударом, чтобы он встал. И теперь можем скидывать гранатомет. И одна из тоже ключевых ошибок удержания вот таким вот образом, потому что начинает вперед держать. И для правой руки, для левой у нас есть вот вторая удерживающая рука. И все. Вкладываемся, навожу, взвел. Палец все равно контролирую, когда я ищу цель или подготавливаюсь к стрельбе. Прожимаю палец. И когда уже потом перевожу непосредственно перед стрельбой, кричу: выстрел! Чтобы предупредить тем, кто слева или право. Может быть, если, кстати, запотевает, протерли. Выстрел! Произвели выстрел. Опять, если там активно, там можно ставить на предохранитель. Или как? Вот, стрелять, в принципе, несложно. Просто соблюдайте правила. Какие ошибки возникают? Начинает брать правой рукой и естественно, так вот нажимает на предохранитель, и потом даже во взведенном состоянии он не может взводиться. Недосыл периодически. Если вы слышите сухой щелчок, просто и ничего не произошло. Проверьте прежде всего гранату. Если мы, давайте, снарядили гранату, но нам не надо стрелять, а точнее мы хотим гранатомет разрядить. То есть вот она когда зафиксирована, она никуда не денется. Мы просто ее так усилием, и она спокойно снимается. Как делать ночью? Ночью мы просто нащупываем гвоздь, подводим
к этой щели и вот таким действием. И как проверяем мы? Влево-вправо. Если он не пошел в пазы, граната будет прокручиваться. Поэтому подводим, зафиксировали. Подвели, свели, прицелились, сняли с предохранителя. Выстрел. Вот так вот. Чистка гранатомета тоже не сложна. Ну, вроде, пожалуй, и все. Вот. Правильно выставляйте прицельные марки, ну, в плане того, дистанцию. Учитывайте температурный диапазон. И еще немного по гранатам и ее поправкам. Граната РПГ очень сложная вещь в таком плане, как баллистический боеприпас. Она сложна в том, что сначала у нее скорость вылета составляет приблизительно 120 плюс метров в секунду, потом она разгоняется до 300, а потом летит по инерции. Поэтому на всем протяжении маршрута на нее могут воздействовать различные вещи. Особенно, когда заканчивается реактивная тяга, ее начинает сильно уводить ветром. Также поправка по ветру. Если ветер дует с той стороны, граната уйдет в сторону ветра, потому что рули создают парусность. Эта парусность давит на гранату и поворачивает ее. А реактивные двигатели тянут ее вперед, и поэтому ее сдувает по ветру, соответственно. При стрельбе меры безопасности какие еще? Не стоять близко к стене, чтобы выхлопом вам это не дало. Хотя бы небольшой дистанции, 2 метра, чтобы ничего не было. В закрытых помещениях, стреляют тоже. Стреляем в закрытых помещениях, но вы однозначно должны использовать наушники, потому что очень сильно, конечно, глушит. Второе, при работе с низкого положения. При вылете гранаты раскрываются рули, которые мы учитываем примерно 20 сантиметров они. То есть они могут задеть траву или задеть всякие ветки. Через траву с РПГ лучше не стрелять, потому что ее уведет с большой вероятностью. При работе с колена, то есть то же самое учитываем впереди положение. Если мы работать будем в нижнем уровне, вот так вот гранатомет ставить нельзя, потому что рули могут зацепиться. И ноги вот так вот ставить нельзя. Ноги убираем прямо в бок и гранатомет поднимаем. Ну вот, давайте поработаем таким образом. Но тут будем работать с механики поудобнее. Выстрел! Можете посмотреть, вот немного вот так вот сдуло. Поэтому, друзья, стреляйте и попадайте. И соблюдайте технику безопасности. Все.